Спустя годы после того, как собака-мать однажды приютила потерявшегося львенка и вырастила его с любовью, произошло нечто по-настоящему трогательное, заставившее посетителей заповедника вытирать слезы. Теплым солнечным утром команда фонда «Черный ягуар» и «Белый тигр» приготовила специальное блюдо из вареного мяса для двух своих подопечных животных. Они и понятия не имели, какой эмоциональный момент должен был произойти. Старый. Микки был белым львом, а Камилла – самкой собаки. Несмотря на то, что они были совершенно разными животными, связь между ними была такой реальной, такой сильной, что это трогало каждого, кто видел их вместе. Как только персонал подошел с кормом, оба животных оживились, явно возбужденные и готовые приступить к еде. Их глаза остановились на еде, и они с нетерпением ждали. Когда мясо было брошено в вольер, то, что обычно представляло собой спокойную процедуру обмена, внезапно изменилось. Микки, как более крупный из них двоих, позволил своим инстинктам взять верх. С громким ревом он оттолкнул Камиллу в сторону и встал над едой, не давая ей приблизиться. Но Камилла не собиралась сдаваться. Несмотря на то, что Микки был прожорлив, она не испугалась. Уткнувшись носом в землю, она обнюхивала все вокруг в поисках возможности перекусить. Ее спокойная решимость поразила внимание толпы посетителей, наблюдавших за происходящим снаружи вольера. Все наклонились к нему, с любопытством ожидая, что Микки сделает дальше. Останется ли лев таким же эгоистом? Или он поймет, что зашел слишком далеко? К тому времени, как Микки съел большую часть мяса, от него осталось всего несколько кусочков. Камилла, выглядевшая разочарованной, медленно отошла и забилась в угол. Толпа притихла, почувствовав перемену в настроении. Микки, закончив есть, посмотрел на Камиллу. Камилла. В его глазах было что-то необычное, что-то очень похожее на чувство вины. Люди начали снимать, чувствуя, что вот-вот произойдет что-то особенное. Затем произошло то, чего никто не ожидал. Микки медленно, осторожно подошел к Камилле. Его большие глаза, казалось, были полны сожаления. Камилла заметила его приближение, но не двинулась с места. Она стояла неподвижно, поджав хвост, и наблюдала за ним. Когда Микки подошел ближе, она слегка завиляла хвостом, может быть, по привычке, а может быть, из любопытства. Затем, в какой-то тихий и нежный момент, Микки протянул лапу, коснулся руки Камиллы и медленно поднес ее ко рту. Зрители замерли. Некоторые испугались, что он может укусить, но вместо этого Микки нежно поцеловал ее лапу, как будто извиняясь. Люди были ошеломлены. Было ясно, что это был не просто инстинкт. Это было нечто более глубокое. Микки хотел все исправить. Он ждал знака от Камиллы, чего угодно, что показало бы, что она его простила. Но она молчала, пока не была готова. И все же Микки не сдавался. Он снова попытался дотянуться до ее лапы, надеясь, что она ответит. На этот раз Камилла встала и ушла, явно все еще расстроенная. Но Микки не собирался останавливаться на достигнутом. Он последовал за ней, надеясь, что она даст ему еще один шанс. Зрители не могли не испытывать к Микки смешанного чувства сочувствия и грусти. Они видели, как сильно он сожалел о том, что оттолкнул Камиллу, и как сильно хотел все исправить. Но как бы он ни старался, Камилла не сдавалась, и лев выглядел растерянным и не знал, что делать дальше. Одному посетителю, которого явно забавляли эти эмоциональные американские горки, пришла в голову идея.
С любопытной ухмылкой они попросили одного из сотрудников добавить еще порцию вареного мяса, просто чтобы посмотреть, будет ли Микки вести себя на этот раз по-другому. Остальные в толпе быстро поддержали идею, желая посмотреть, чем все это закончится. Сотрудники согласились и приготовили свежую, меньшую порцию вареного мяса, аккуратно бросив ее в вольер, в то время как все наблюдали и записывали на свои телефоны. Ко всеобщему удивлению, Микки даже не пошевелился. Он остался на месте, спокойный и неподвижный, позволив Камилле самой подойти к мясу. Он не зарычал. Он не бросился на них. Он просто наблюдал. Последовавшая за этим тишина была наполнена эмоциями, и несколько человек в толпе даже вытерли слезы. Затем произошло нечто еще более трогательное. Камилла взяла большой кусок мяса и подошла к Микки. Она осторожно положила его перед ним, словно предлагая примирение. Момент был таким чистым, таким неожиданным, что у всех растаяло сердце. Микки взял мясо и начал есть, но не с воодушевлением, а со спокойным удовлетворением, как будто понимал, что это значит. После этого напряжение, казалось, спало. Микки и Камилла вернулись к своему обычному образу жизни. Играли, гуляли бок о бок, просто наслаждались обществом друг друга. Люди, наблюдавшие за происходящим, почувствовали себя счастливыми свидетелями этого. Это напомнило им, какими настоящими могут быть доброта и всепрощение даже между двумя животными, которые, как вы ожидали, никогда не поладят. Неправильный. Конечно, всем стало любопытно. Как могли лев и собака стать такими близкими людьми? Что их вообще свело вместе? На самом деле, их история была глубже, чем кто-либо мог себе представить, и все началось с того, что Микки пришлось нелегко. Когда Микки был еще совсем маленьким, его жизнь едва не оборвалась, едва не начавшись. Фонд «Черный ягуар» и «Белый тигр» в Мехико спас его после того, как он остался сиротой. Его мать забрали браконьеры, оставив его одного в дикой природе, слишком маленького, чтобы выжить самому. Однажды, когда Микки боролся за выживание, случилось нечто ужасное. Мужчина по имени Боб, защитник природы, ехал по тихой дороге, когда Микки внезапно выскочил перед его машиной. Боб как раз вовремя нажал на тормоза, едва не задев его. Но когда он вышел из машины, его сердце упало. Там, прямо перед ним, был крошечный львенок. Он хромал и явно был ранен. Одна из его задних лап была поцарапана машиной, и он с трудом передвигался. Боба переполняло чувство вины. Он не хотел причинять боль маленькому тигренку, но теперь, когда это случилось, он почувствовал себя ответственным за то, что произошло дальше. Он огляделся в поисках матери тигренка, тихо зовя ее, но это было бесполезно. Ее нигде не было видно. Именно тогда Боб понял, что медвежонок совсем один, и сейчас ему как никогда нужна помощь. Боб медленно приблизился к испуганному маленькому медвежонку, делая мягкие движения, чтобы показать, что он не хотел причинить ему вреда. Микки, хотя и испытывал явную боль и страх, попытался отползти в сторону, но его раненая нога не позволяла ему бежать. Сердце Боба болело за маленького льва. Он двигался осторожно, стараясь не напугать его, просто желая помочь. Вверх! Когда Боб подошел ближе, Микки, казалось, почувствовал, что ему ничего не угрожает. Его дыхание немного замедлилось, и он замер, внимательно наблюдая за человеком. Боб осторожно осмотрел поврежденную лапу медвежонка. Это была неприятная ссадина, но на что действительно было больно смотреть, так это на то, как исхудал Микки. Бедный медвежонок был кожа до кости и явно умирал от голода.
Боб чувствовал, как печаль сжимает его грудь. Он никак не мог оставить медвежонка одного в таком состоянии. Микки не протянул бы и дня в одиночестве. Боб знал, что ему нужно делать. Он осторожно взял медвежонка на руки и посадил его на переднее сиденье своего автомобиля. Микки не сопротивлялся. Он тихо свернулся калачиком, как будто понимал, что этот человек пытается помочь. Пока они ехали, Боб одним глазом следил за дорогой, а другим — за маленьким львенком рядом с ним, молча надеясь, что успеет вовремя. Когда они добрались до ветеринарной больницы, персонал не стал терять ни секунды. Как только они увидели Микки, то бросились оказывать ему медицинскую помощь. Его травмы были серьезными, но не опасными для жизни. Рентген показал смещение кости, но, к счастью, серьезной операции не потребовалось. Команда работала аккуратно, зафиксировав вывих и начав лечение, чтобы помочь ему выздороветь. Пока Микки отдыхал и выздоравливал, произошло нечто неожиданное. Молодая собака в клинике начала уделять ему пристальное внимание. Ее звали Камилла. Камилла. Недавно она потеряла своего детеныша во время родов, и ее тоже взяли на попечение. Несмотря на то, что она горевала, от нее исходила теплая материнская энергия, и что-то в Микки привлекло ее. Камилла медленно приблизилась к маленькому львенку, любопытная и спокойная. Несмотря на то, что они были такими разными, между ними возникла какая-то связь. Она стала проводить время у его кровати, присматривая за ним, как будто понимала, через что ему пришлось пройти. И Микки каким-то образом откликнулся. Он не отстранился. На самом деле, он начал ждать ее визитов. Персонал с благоговением наблюдал, как эта собака, все еще не оправившаяся от своей потери, начала мягко подталкивать Микки, приглашая поиграть. Он оживлялся, даже улыбался по-своему, по-львиному, и было ясно, что она успокаивала его. Вскоре они стали неразлучны. По ночам они сворачивались калачиком рядом, находя тепло, безопасность и умиротворение в присутствии друг друга. Расстояние. Когда Камилла была рядом, Микки начал поправляться быстрее. Она нежно играла с ним, стараясь не задеть его больную ногу, и всегда внимательно наблюдала за ним. Казалось, она чувствовала его боль и хотела ее унять. Их связь стала сердцем ветеринарной клиники, чем-то особенным, что объединило всех вместе. Никто не мог поверить, насколько крепкой стала их дружба. Но в конце концов настал день, когда Камиллу пришлось отдать в приют в надежде найти приемную семью. Дом. Персонал считал, что это правильный шаг для нее, полагая, что ей будет лучше с семьей. Чего они не ожидали, так это того, насколько сильно Микки и Камилла привязались друг к другу. Как только ее забрали, Микки изменилась. Он перестал есть, потерял интерес к играм и почти не реагировал ни на что вокруг. Он расхаживал по своему вольеру, постоянно оглядываясь по сторонам в поисках собаки, которая стала его лучшим другом. Камилле было не лучше. В приюте она казалась совершенно замкнутой. Она не играла, не ела и не хотела иметь ничего общего с другими собаками. Ее печаль была очевидна, и, казалось, ничто из того, что делал персонал приюта, не помогало. Оба животных горевали, и не прошло много времени, как все поняли, какую ошибку они совершили. Сотрудники обоих центров начали переговариваться. Они знали, что Камилле, как собаке, скорее всего, будет хорошо в приемной семье, а Микки, как льву, самое место в безопасном месте, в окружении природы. Но увидев, как много они значат друг для друга, никто не счел нужным разлучать их. Стало ясно, что их воссоединение
даже на данный момент было лучшим решением для их благополучия. Когда Камиллу привезли обратно в центр, где находился Микки, сначала она выглядела усталой и неуверенной, но когда она узнала это место, ее глаза загорелись, хвост завилял, а уши встали торчком. Тем временем в своем вольере Микки внезапно ожил. Он вскочил, подбежал к воротам и издал громкий радостный рев. Он нетерпеливо царапал прутья, размахивая хвостом, явно вне себя от радости. Камилла взволнованно залаяла, крутанулась на месте и завиляла хвостом так быстро, что все было как в тумане. Встреча была такой радостной, такой эмоциональной, что у персонала, наблюдавшего за ней, на глазах выступили слезы. Именно в этот момент они поняли, что эти двое не просто нравятся друг другу, они нужны друг другу. Позже, в тот же день, во время собрания персонала, команда обсудила, что делать дальше. Не потребовалось много времени, чтобы прийти к единому мнению. Разлучить их снова было невозможно. Их связь была редкой и сильной. Вместо того, чтобы отправлять Камиллу в приемную семью или пытаться вернуть Микки в дикую природу, им нужен был план, который позволил бы им держаться вместе. Поразмыслив, они решили, что лучшим местом для них обоих будет фонд Black Jaguar White Tiger в Мехико. Приют мог бы обеспечить Микки подходящую обстановку, а Камилле – безопасность, пространство и дружеское общение, в которых она нуждалась. Это было идеальное решение. Через несколько дней Микки и Камилла переехали в свой новый дом в фонде. Вместе они вступили в новую главу, наполненную любовью, смехом и радостью осознания того, что им больше никогда не придется разлучаться. Посетители фонда не могли не быть тронуты историей Камиллы и Микки. Их дружба, такая искренняя и чистая, произвела неизгладимое впечатление на всех, кто ее слышал. Некоторые посетители, которые видели дуэт собственными глазами, не смогли сохранить это впечатление в тайне. Они выложили в сеть видео и фотографии, на которых Микки и Камилла обнимаются, играют или просто тихо сидят бок о бок. В подписях говорилось о дружбе, верности и о том, как эти двое вместе пережили потерю. Вскоре сообщения распространились со скоростью лесного пожара. По мере того, как их история распространялась по интернету, она завоевывала сердца людей по всему миру. Миллионы зрителей оставляли комментарии, реагируя на них с благоговением и эмоциями. Многие говорили, что связь между Микки и Камиллой довела их до слез. Другие поделились историями о дружбе животных, которую они видели своими глазами. Связь между львом и собакой стала символом надежды и любви между различными видами. Вернувшись в фонд, Микки и Камилла продолжали жить своей жизнью, не подозревая, насколько знаменитыми они стали. Они продолжали играть, отдыхать и наслаждаться обществом друг друга, как и всегда. Но чтобы для всех, кто наблюдал за происходящим лично или онлайн, их дружба стала чем-то по-настоящему особенным. Вы когда-нибудь видели особую связь между животными разных видов? Мы бы хотели услышать вашу историю. Напишите ее в комментариях ниже. Если эта история согрела ваше сердце, не забудьте поставить лайк на видео, поделиться им с другом и подписаться на другие вдохновляющие истории о животных. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске.